Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я подобрала для вас подборку очень вкусных, красивых, праздничных салатов из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Всем настоятельно рекомендую приготовить по моим рецептам. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Итак, дорогие друзья, мы начинаем приготовление салатов с первого салата. Салат французский, с сочными апельсиновыми нотками, и он очень изысканный и красивый. На праздничном столе он явно будет фаворитом. Замаринуем лучок. Можно белый лук, можно красный. Я люблю красный. Нарезаем вот на такие дольки и нарезаем как можно тоньше. Перекладываем в емкость. У меня здесь лука на 2 салата. Все, конечно, по вкусу. Добавляем пол чайной ложки соли. У меня гималайская. И добавляем 1 чайную ложку сахара. Добавляю уксус. 5% белый уксус. 2 столовые ложки. И добавляю воду так, чтобы покрыло полностью лук. Все хорошо смешиваем. И минут 15 дадим постоять в холодильнике. Куриную грудку нарезаем кубиками. У меня куриная грудка отварная. Он собирается, этот салатик, очень быстро, поэтому сразу формируем красивую тарелочку. Твердую часть всю оторвала. Салат смотрелся очень красиво. Я, конечно же, листья салата промыла, подсушила бумажным полотенцем. И так еще раз контрольный прохожусь, чтобы не было влаги. Так, чтобы неудобно было выкладывать ингредиенты, я поставлю разъемную форму, прямоугольной формы. Нарезала куриную грудку, отвариваю ее в подсоленной воде, немножко перчика добавляю горошком и лавровый лист, чтобы она была у нас, куриная грудка, пикантная и вкусная. Куриная грудка очень сочная. Благодаря чему? Потому что я ее отварила накануне, и она у меня всю ночь находилась в бульоне в холодильнике. Итак, распределяем не толстым слоем. Я немного поперчу. И сейчас наносим майонез, сеточку. Лопаткой распределяем. Слегка вот так утрамбовываем, не сильно, так, чтобы этот слой улегся, но при всем при том оставался нежным. Готово. Сверху маринованный лук. Я его на дуршлаг, чтобы стекла вода излишняя. Много лука не нужно. Вот так, тоненьким слоем. Как раз вместе с водой ушла и горечь лука. И благодаря сахару он такой сладенький в меру, маринованный, вкусный. Так, готово. Сверху у нас изюм. Изюм промыла. Желательно брать не черный, а темный изюм и не светлый. Тоже совсем немножко. И сейчас мы посыпаем сверху орехами. Молотые орехи. Предварительно их обжарила немножко в духовке. При 160 градусах минут 15. Измельчила в измельчителе. И сейчас вот так вот посыпаем. Все распределяем равномерно. Где не достает, добавляем. На мелкой терке натираем сочную морковь. Готово. И выкладываем поверх орехов. Распределяем вилкой ровным слоем, равномерно. Сильно не придавливаем. Морковь свежая, поэтому ее немного присаливаем и поперчим. Уже сейчас сетка майонеза. Сверху на мелкой терке натираем сыр гауда. Пока натерла 100 грамм. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. И вилкой распределяем, очень удобно. Если надо будет, еще добавим.
Вот такой он воздушный, красивый. Сверху сетка майонеза. Сверху средними кусочками нарезанный поджаренный грецкий орех. Еще немного сверху майонез. Украшать будем дольками апельсина. Я очистила от пленочек, потому что это горькая часть. И сейчас нарезаем на удобные нам кусочки. Я где-то вот по таким половинкам режу дольку апельсина. Можно украсить консервированным абрикосом, персиками, консервированным ананасом. Очень красиво, контрастно. Выкладываем таким образом, чтобы видно было и майонез, потому что мы еще будем добавлять гранат. Не плотно друг к другу. Сверху еще добавим сейчас изюм. И у него такой праздничный красивый вид. Мало того, что он очень вкусный, но он еще и очень красивый. Сверху в хаотичном порядке изюм. И также гранат. Посмотрите, какие красивые нотки добавляет гранат этому салату. Вы многие пишете, что а что же делать с косточками граната? Ну, во-первых, загуглите. Косточки граната — это очень полезно. Сколько микро- и макроэлементов в этих косточках. Просто нужно хорошо разжевывать. Если у вас нету проблем каких-то серьезных с ЖКТ, желудочно-кишечным трактом, таких заболеваний, как язва и так далее, да, конечно, вы можете спокойно разжевывать, не переживая, зерна граната. Вот такой красивый салат у нас получился. И, конечно же, салаты, торты обязательно хотя бы 1 час для стабилизации нужно отправить в холодильник. Тогда, когда вы будете их нарезать на праздничном столе, чтобы они хорошо слои держали форму. Отправляем на 1 час в холодильник и можно подавать к столу. Следующий салат у нас Тиффани. Очень пикантный, также красивый, очень вкусный. Я нарезала куриную грудку отварную кубиками. И здесь у меня копченая куриная грудка. Отварной чуть больше, копченой чуть меньше. Мне очень нравится это сочетание. И сюда же я добавляю натертый зубчик чеснока. На тарелочку немного майонеза, чтобы основание хорошо держалось. Сейчас будем все смешивать. Немного добавляю красной паприки копченой. И все хорошо смешиваем. Чеснок и курочку. Соли здесь достаточно. А перчика черного я еще тоже немножко добавлю. Добавлю для пикантности. Все хорошо смешали. Выкладываем на блюдо. Выкладываем салат овальной формы. Потому что мы будем с вами формировать гроздь. Очень красиво. Вот так, ровным слоем, и чтобы у нас был эллипс красивый. У меня на канале есть очень много рецептов красивых и вкусных салатов, закусок. Я оставлю ссылки под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие. Я думаю, вам будет интересна эта информация и полезна для праздничного стола. Теперь сетку майонеза. Так, чтобы на края тоже обязательно. Майонез у меня домашний, без консервантов. Сама готовлю за 1 минуту. Сверху выкладываю консервированный ананас. Вот у меня готовые вот такие кусочки. Конечно, можно мельче, но мне так нравится вот этого тортика, салата. Кусочек ананаса вот такого большого, и прям взрыв вкусов. Вот так выкладываем. Конечно же, влаги не должно быть, однозначно. Влагу излишнюю нужно удалить. И теперь сверху орехи молотые. Обязательно немного обжариваю орехи. При 160 градусах 15 минут. Сверху еще сеточку майонеза. А сейчас идет черед сыра. Сыр у меня натертая гауда. Вы можете добавить любой сыр твердых сортов, который вам нравится. Мне очень нравится гауда. В
Придаем форму очень аккуратно, чтобы салатик оставался воздушным. Снова сеточка майонеза. И у нас предпоследний слой — это натертые яйца. Вкрутую сваренные. И вот так выкладываем и распределяем равномерно по поверхности. И сейчас я помогаю себе лопаткой силиконовой. И вот так вот все придаю форму, чтобы у нас овал получился немного не такой объемный, потому что еще виноград, немного пологий, чтобы получился. И теперь хорошим слоем выкладываем майонез. Все нужно хорошо промайонезить. В данном случае майонез является склеивающим звеном. И, конечно же, если майонеза будет совсем мало, то есть у вас яйцо будет тянуться за лопаткой. Все делаем деликатно, аккуратно. Придаем форму. Тиффани салат делают как со светлым виноградом, так и с темным. Но желательно, чтобы он был без косточек. Но, в принципе, если есть косточки, косточки тоже можно удалить. Я выбрала темный виноград. И сейчас режем их пополам. Этот виноград у меня без косточек. Посмотрите, какой он красивый. И выкладываем, начиная с основания, не сильно плотно, вот так, чтобы оставалось немножко расстояния. Мы еще будем немножко орехом присыпать. Так готовится именно салат Тиффани. В шахматном порядке вот так выкладываем. И вот на этом этапе мы еще не закончили. Веточки либо петрушки сюда, либо сельдерея. И сейчас сверху вот все вот эти вот у нас, то, что есть промежутки между ягодками, мы добавляем вот так орешки. Посмотрите, какая у нас тут красота получилась. Вот он, салат Тиффани. И сейчас для стабилизации отправляем в холодильник на 1 час и будем пробовать подавать к столу. Третий салат у нас готовится очень быстро, за 5 минут, а самое главное, красивый и полезный. Для зеленого полезного салата на большой тарелке сразу сейчас приготовим маринад. 1 зубчик чеснока, 1 чайную ложку с верхом дижонской патиссьер горчицы, 1 столовую ложку лимонного сока, меда, где-то тоже 1 столовая ложка, оливковое масло, где-то 1-2 столовые ложки. Все хорошо смешиваем. Вот такая ароматная масса у нас получилась, пикантная. А сейчас уже сразу готовим салат. Он буквально готовится за 5 минут. Выкладываем микс зелени. Здесь может быть и руккола, и шпинат. Ту зелень, которая нравится вам. Мне нравится вот такой микс. Делаем венок, потому что в серединку мы тоже будем украшать. Также я прикупила вот такую кучерявую красивую капустку. Она очень контрастная, красивая. И ее вот сюда, так, для красоты. Очень жесткие стебельки, мы их срываем. И чтобы стебельки видно не было, а саму капусту было видно. Смотрите, какая она красивая. Итак, у нас основа готова. Сейчас подготавливаем украшения из овощей. Вот такие кусочки свеклы. Так, у меня отварная свекла. Вот такой толщины, где-то 2 миллиметра. И любой формочки вы можете вырезать. Очень красиво будет смотреться. И свекла есть практически в каждом доме. Точно так же отварную морковь можно. Ваши любимые фрукты и овощи, какие вам нравятся. Так, вырезала форму. У меня это формочки для печенья. Это на другой салатик пойдет. И еще вот сердцевинку. Какие вырежу сердечком, какие вырежу звездочкой. Посмотрите, как красиво.
И с отварной морковью. Точно так же мы можем вырезать. Можете вот так вставить, тоже будет очень красиво. Посмотрите, как нарядно и красиво. Очень красивая задумка. И сейчас мы вот так вот ножом поддеваем и выкладываем на блюдо. Можно нарезать хурму, тоже очень красиво. Хурму лучше брать вот такую спелую, медовую. Она не вяжет, это хурма. Можно нарезать на дольки. Посмотрите, как она уже красиво, ярко. Можно нарезать авокадо. Темную часть удаляем. Салат получается очень контрастный, красивый. Вот так уложим под листочками, чтобы их едва было видно, но видно. Ваши гости будут в полном восторге, потому что это очень красиво, празднично. Очень яркий консервированный ананас, либо персик, либо манго. Так, тоже сюда же. Слабосоленая вот такая вот форель, лосось. Я сворачиваю вот так, розочкой красиво, рулетиком. Можете выложить канапешки, очень тоже красиво, в серединку. И вот так в серединку украшаем долькой лимона. Также кладем сюда сыр моцарелла. У меня вот такие шарики красивые. И уже завершаем. Поливаем вот этим маринадом, пикантным соусом. Как ароматно пахнет. И это очень вкусно. И немного сверху кунжутного семени, либо кедровых орешков. Посмотрите, какая у нас тут красота. На любом праздничном столе это будет смотреться очень красиво. Четвертый салат у нас с интригующим названием «Мужские слезы». Мы назвали его «Мужской идеал». Очень вкусный, не пожалеете. Я подготовила форму керамическую. У основания 26 сантиметров в диаметре. Сюда же добавляю маринованный лук, то, что мы с вами мариновали, и распределяю по основанию. Если злой лучок, вся горечь уйдет. Вот так. Много слишком не нужно. Он у нас такой пикантный, вкусный. Сеточку из майонеза, совсем чуть-чуть. Я немного поперчу. Соль там есть. Я разделила отварное мясо на волокна. И вот сейчас вот так распределяем. Этому салату присвоили такое название «Мужские слезы». Мне не особо нравится это название. Поэтому я хочу сказать, что для меня это будет мужской идеал салат. Такой салат с мясом очень по нраву мужчинам. Очень любят. И мужчины, и женщины, но особенно мужчины любят такой салат. Присаливать я мясо не буду, так как я его отваривала в подсоленной воде. Здесь у меня мясо где-то 250 грамм было. И я всю ночь держала в холодильнике, в бульоне. Немножко поперчим. Майонезную сеточку. Еще добавим, так чтобы пропиталось хорошо мясо, иначе будет суховато. И сейчас вот так все распределяем. Если недостаточно будет у вас майонеза, мясо будет тянуться, как яйцо. Слегка прижимаем и равномерно распределяем по основанию. Натираем на терке средней яйца вкрутую сваренные. Выкладываем все поверх мяса. Такой салат очень быстро готовится и мало ингредиентов, и очень вкусный. Все распределяем, сильно не прижимаем, чтобы воздушность оставалась. Я добавила еще 2, потому что слой яиц должен быть хороший. То есть у меня ушло 5 яиц.
хорошо, а то у меня аж мясо видно было. Сейчас отлично. Солить, перчить не буду, потому что у нас сверху будет еще сыр. И сейчас вот так хорошо майонезим. А сейчас нам нужно грамм 100 голландского сыра. У меня гауда. Вы можете любой любимый свой сыр твердых сортов. Натираем на мелкой терке. На мелкой терке он нежнее получается. Сыр обязательно предварительно в холодильнике, хотя бы за сутки. Он тогда лучше натирается. Его сразу не сваливаю в кучу, а понемногу добавляю сверху. Воздушный слой сыра полностью готов. И сверху обжаренные молотые орехи. Обжариваю обычно орехи грецкие при 160 градусах 15-16 минут. Потом измельчила их. И вот они такие ароматные, очень вкусно пахнут. Можно слоями поменять сыр и орехи. Только тогда уже нужно будет сыр натирать перед самой подачей на стол. Потому что сыр очень сильно в холодильнике заветривается. Украшать будем укропом. Вот самую нежную часть вот так выкладываем по краю. И сверху для красоты гранатовые зерна. У нас уже практически все готово. И так как мы готовим такой салат зимой, майонезом сделаем имитацию снега. Вот такая красота у нас получилась. На 1 часик буквально отправляем для стабилизации в холодильник. И можно подавать к столу. И 5-й салат мы будем готовить с вами. Он очень вкусный, очень сытный, красивый и самое главное нежный. Так он и называется – нежность. Копченая курица, у меня бедрышко. Я нарезаю, сейчас освобождаю сначала от косточки, а потом нарезаем кубиками. Кожуру я тоже срезала. Очистили от кожуры, от косточки и нарезаем кубиками. На средней терке натираем отварной картофель. Форму я взяла квадратную, 15 на 15. Выкладываем картошку натертую, отварную, и распределяем не толстым слоем и сильно не прижимаем. Пусть будет воздушная картошка. Удобнее всего вилочкой вот так поджимаем. Форма у меня невысокая, поэтому я задам сначала основание, а уже потом можно будет и без формы. Слегка присаливаем. Я варила картошку в мундире, поэтому я присаливаю. Если вы варили без мундира, без кожуры и солили, то вам присаливать не нужно. Немножко поперчим, черный молотый перец, слегка, и нежную сетку из майонеза. Поверх выкладываем копченую курицу. Все распределяем по поверхности. У меня ушло одно бедро. Поверх курочки мы майонезика. Соответственно, не солим, не перчим, потому что курочка и так пикантная. И все распределяем, чтобы майонез везде пропитал курицу. Зеленую часть зеленого лука нарезаем мелко. Зеленый лук поверх курицы. Распределяем. 2-3 яйца. Отделяем белок от желтка. У нас это будет 2 отдельных слоя. Яйца варю 15-20 минут, чтобы не было зеленой каемки. На мелкой терке натираем и желток, и белок отдельно. Высыпаем поверх лука. Посмотрите, какой красивый контраст.
Распределяем, сильно не прижимаем. Так, у меня ушло 5 яиц вкрутую сваренных, 5 желтков вот на этот слой и 5 белков пойдет на верхний слой. И теперь сверху майонез. Как я готовлю домашний майонез, я ссылочку под видео оставлю в описании. Самое большое преимущество такого майонеза то, что он без консервантов. Поверх яйца слой у вас майонеза должен быть хороший. И вот так вот распределяем, чтобы за лопаткой не тянулся майонез. А сейчас будем на мелкой терке натирать плавленые сырки. У меня вот такие сырки. Их немножко желательно подморозить, потому что они будут лучше натираться и лучше будут ложиться. У меня тоже сырки холодные. Именно сырки придают большую нежность этому салату. И я вот так вот сырки распределяю. Сверху майонезом. Сюда очень хорошо подходит сырок плавленый Дружба, но я Дружбу не нашла. Вот это сливочный сырок, он очень нежный, очень вкусный. Ну, вы видите, выкладывается не очень удобно. Вот так слегка, сильно не придавливаем, распределяем лопаткой. И сверху покрываем натертым на мелкой терке белком отварным. Он очень нежный, видите, вскрывает все погрешности. И получается салат очень красивый, белоснежный. Сильно не прижимаем. Украшаем веточками розмарина, либо укропа. И украшаем гранатовыми зернами. Итак, дорогие друзья, салаты получились изумительные, красивые, очень сытные и вкусные. Всем настоятельно рекомендую приготовить такие салаты на праздничный стол в 2024 году. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.